Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь на канал, будет интересно. А сегодня обратимся к теме вечной, как сама жизнь, и поговорим о знакомствах. Расскажу вам об одном из парадоксов знакомств, который как нельзя лучше отражает причины и следствия проблем современного мира. Знакомство – явление максимально обширное, поэтому здесь стоит уточнить, что я буду иметь в виду знакомство с целью создания пары на примере использования сайтов знакомств. Сразу скажу, что описанные ниже в равной степени относятся как к мужчинам, так и к женщинам, поэтому в моих словах нет какой-либо предвзятости. Итак, собственно, к знакомству. Цель создания пары при знакомстве может быть какой угодно, но чтобы хотя бы попытаться дойти до этой цели, нужно познакомиться. И очень часто именно с этим первым этапом возникают огромные проблемы. Развитие технологий подарило нам новые возможности в виде приложений и сайтов знакомств. Однако для многих людей эти сервисы стали скорее не решением проблемы, а источником какой-то новой проблемы. И вот если попытаться кратко сформулировать главную, на мой взгляд, проблему, то она будет выглядеть и звучать примерно следующим образом. Я, может, и хочу знакомиться, но знакомиться не буду. А выражается эта проблема в том, что очень много людей на сайтах знакомств, во-первых, прячутся за различными ограничительными пунктами, фактически делая себя недосягаемыми для контакта и знакомства. Во-вторых, отказываясь начинать разговор. Да, безусловно, это даже не обсуждается. Каждый имеет право на свою степень приватности, свои предпочтения и, разумеется, никто не обязан разговаривать с каждым, кто написал или сказал хотя бы «привет». Но если человек выставляет слишком много или слишком жесткие ограничения, значит, он либо не готов знакомиться, либо изначально знакомиться не хочет. Первое, что говорит о том, что человек на самом деле не заинтересован в знакомстве, а преследует какие-то иные цели, часто причем бессознательно, это жесткий ценз по возрасту и по росту. Я здесь имею в виду варианты, когда возрастной диапазон потенциальных кандидатов составляет всего лишь 2-3 года, а предпочитаемый рост значительно отличается от средних реальных значений. И это означает, что статистически человек изначально отсекает большую часть всех возможных пользователей сервиса, больше 90% выборки. А как известно, чем меньше выборка в распоряжении, тем меньше вероятность найти совпадение. Второе, что говорит об отсутствии реальной цели познакомиться, это нежелание начинать диалог. Не зря же это видео называется «Знакомство без общения не бывает». Чтобы с кем-то познакомиться, придется перейти от рассматривания картинок по принципу «нравится-не нравится» к разговору. Идеальных совпадений, подобранных алгоритмами, не бывает. Рассчитывать на это бессмысленно. Да и в любом случае, даже с идеальным вариантом, придется разговаривать. В качестве вывода отмечу, что знакомство – это процесс, требующий от человека заинтересованности как в самом себе, так и в других людях, терпения, готовности рисковать, принимать отказы и в том числе даже хамство, готовность уделять ресурсы, в частности свое время. Но главное, в моем понимании, это готовность разговаривать с другими людьми. Неважно, где происходит знакомство, в кафе или в приложении, без общения познакомиться невозможно. И если вам по каким-то причинам дискомфортно и тревожно, если видите, что ваши требования к потенциальным кандидатам жесткие, если вы хотите, но не готовы знакомиться, то имеет смысл вначале позаботиться о своем психологическом состоянии,
снизив тревожность, сделав восприятие людей более гибким, а потом уже использовать сайты знакомств. Наличие возможности доступа к сервисам не делает человека автоматически готовым к использованию этих сервисов. Помните, знакомство только тогда принесет вам радость и результат, когда вы будете воспринимать его как интересное приключение и исследовательскую задачу. Когда мышление и восприятие будут свободны от груза ограничений и предрассудков. И на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками, с вопросами знакомств в частности. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!